Девочки, всем привет! Я очень рада снять новое видео. Я не снимала недели 3. Все дело в том, что я подбирала адаптер к своему микрофону, и я надеюсь, что он работает наконец-то. Будет не очень, если опять что-то глючит. Но, в общем, мне уже не терпится. У меня накопилась куча видео, которые я хотела бы отснять. И вот одно из них, то, что мы сейчас смотрим с вами, это прогресс по моему Project Pen за последний месяц, за июнь. Хочу сказать, что, во-первых, вот смотрите, уже пора менять тарелочку под пустышки, потому что за полгода проекта их накопилось достаточно много, и здесь не все, потому что где-то пустышки первых 3 месяцев проекта я с собой не взяла, потому что у меня был переезд. Вот, и, соответственно, я предполагаю, что в этом году, возможно, будет еще один переезд, и опять что-то придется оставлять и выбрасывать. Ну, в общем, мы запомним эту горку, и, наверное, в следующем отчете у меня уже будет какая-то другая, более увесистая баночка, скляночка под мусор, и уже, наверное, надо будет какое-то место другое подыскать под отчеты о проекте. И еще хотела сказать, что у меня за последний месяц сузился набор продуктов, которые я так вношу в свой Project Pen мысленно, отобрался тот набор, на который я делаю сейчас упор, поэтому какие-то продукты я не буду показывать, пока в них не появится какого-то прогресса, пока я сконцентрирована на чем-то одном. Ну что, давайте смотреть. Начинаем, как правило, с продуктов, которыми я подготавливаю свои губы перед макияжем. 4 продукта в данной категории, и давайте смотреть каждый последовательно. Во-первых, бальзам для губ Golden Rose использую перед макияжем. Здесь такой небольшой, но стабильный прогресс. Вот я его отметила точечкой. И в следующем месяце я планирую подналечь на это средство, чтобы все-таки его закончить в ближайшее время. Это очень такая приятная бальзамная помада полупрозрачная, которая не сушит губы, но она недостаточно подготавливает, недостаточно увлажняет, то есть как такового увлажнения нет, но и сухость она не придает, не делает хуже, а вот именно какое-то временное такое увлажнение перед тем, как нанести какую-то матовую помаду, это идеально. Мне нравится, я хочу на нее немножко подналечь, чтобы, может быть, вывести ее к началу следующего месяца или, может быть, к инвентаризации косметики, чтобы уже ее исключить как единичку косметическую в своей коллекции. Далее был у меня вот такой блеск баксом в оттенке White Russian, и он у меня закончился. Он достаточно густой, но вот видно, кажется, что здесь много продукта, но если я вытащу, видите, вот эта вот жулька, она уже сухая. На самом деле этого продукта здесь нет, это просто то, что осталось на стенках, и куда я подлезть, ну, физически не могу, а вытаскивать стопер из маленьких мини-баксомов я не буду, потому что это невозможно, они там очень хорошо приклеены. В общем, это был такой полупрозрачный блеск. Я думаю, о свойствах баксом вы наслышаны. Это блески с плампинг-эффектом. Я использовала его как домашний, и он мне очень нравился. Я достаточно быстро его закончила, наверное, недели за 3, просто потому что, когда я нахожусь дома, блеском я могу накраситься, ну, после каждого приема пищи, после каждой чашки чая. То есть, ну, это доходит там до 5-7 раз в день, да. Я его обновляла, поэтому он очень быстро ушел, и я, в принципе, этому довольна. Это который баксом, который я заканчиваю в этом году, и, в принципе, я надеюсь темпов не сбавлять и как можно больше блесков вывести из коллекции, чтобы коллекция обновилась. Значит, это пустышка. Также у меня в использовании был бальзам от NARS, лежал на прикроватной тумбочке, и он у меня тоже закончился. Вот, посмотрите, я даже немножко его поковыряла. Ну, он мне не нравился. У него такой был очень темный оттенок. Знаете, такое впечатление было, как будто вы попили, например, какого-то вина красного плохого качества, и губы вот так некрасиво окрасились. Или как будто, как сказать, как будто, я не знаю, губы у вас посинели, потому что давление у вас скакануло или упало. Ну, то есть, короче, нездоровый это был бальзам на мне. И я очень рада, что я его вывела, я пользовалась на ночь. Я помню, что просыпалась утром, мне вообще не нравилось, как выглядят губы.
болезненно. Вот. Поэтому я очень рада, что закончила его. Получается, еще одна пустышка, вторая, как бы эта горка вся не развалилась. И еще я добавляла абсолютно новый блеск, тоже баксом. И у меня это уже более такой носибельный оттенок Долли Дайкири. Опять же, с удовольствием ношу его дома. Вот, получается, у меня его за недельку использования, опять же, я очень часто его применяю, да, ушло вот столько. Он был абсолютно новый. У него такой более носибельный цвет, если сравнивать его с оттенком White Russian, такой он более розовый. Наношу тонким слоем и вот так вот на применение частое он отлично подходит, потому что он хорош со всеми макияжами. Так что вот этот блеск с хорошим тоже прогрессом. И это то, чем я пользуюсь в замену бальзамов или таких частых средств, да, перед макияжем. И что я планирую сделать? Получается, я думаю, что за июль я все-таки выведу вот этот вот бальзам, и у меня, в принципе, не останется никаких средств, которые можно было бы расценивать как какие-то предмакияжные действия, да, для подготовки губ. Я планирую купить несколько продуктов. Я хочу бальзам от Laneige, я хочу масло от Jisoo или Gisoo, но перед этим я хотела бы закончить еще один продукт. Это вот такая маска от Fruity. У меня сейчас маска ночная лежит от бренда Tokobo в ванной комнате. А вот это вот средство, я его уже открывала. То есть этот бальзамчик открытый несколько месяцев. И просто нельзя, чтобы он лежал, нужно им пользоваться. Поэтому сначала я закончу вот эту вот масочку. Она достаточно плотная, мне кажется, если немножко наносить, абсолютно прозрачная, понятное дело, тоже вот будет лежать у меня в ежедневной косметичке. Это получается как замена, потому что думаю, что вполне возможно, я к следующему отчету даже оба эти средства закончу. Но тут как бы непредсказуемо, потому что я в прошлом месяце тоже планировала закончить одно, в итоге у меня закончились совсем другие средства. Поэтому, вот пока так. Давайте теперь, что касается макияжа кожи. Да, то есть я убрала базу из проекта и пока новую не добавляла. И у меня был один тональный крем. Он, в принципе, и сейчас есть. Это маленький бутылечек, куда я перелила крем от Enough Rich Gold. У меня оттенок 23, темноватый, он мне уже поднадоел. Вот смотрите, получается, у меня была полная упаковочка, прямо под завязку набитая, то есть там даже горлышку вот так вот подступал продукт на начало июня. И вот, получается, за месяц у меня ушло, чуть меньше половины. Я думаю, что за июль я все-таки закончу эту тональную основу и попрощаюсь с ней. Она мне поднадоела. Ой, господи, выплюнулась много. Она мне уже поднадоела, конечно. Уже хотелось бы что-то новенькое попробовать. Вот. Вот такая вот она. И вот так вот выглядит. В принципе, неплохо. Вот это средство я тоже планирую закончить. И ему я тоже приготовила уже замену. Что за замена? Дело в том, что у меня в коллекции несколько тональных средств, большинство из этого кушаны, но я их не открываю все сразу. То есть у меня одно заканчивается, я открываю новое, чтобы тональная основа всегда была свежая, потому что у меня кожа реагирует на тональные основы, как правило, которым больше полугода, то есть она начинает раздражаться, начинают какие-то прыщики выскакивать, поэтому я с этим не экспериментирую. И вот сейчас я, получается, просто открываю новый кушин в свою ежедневную косметичку. И открываю я вот этот кушин от Clio. Это такая милашка просто. Я, когда его увидела на Wildberries, решила, что мне это точно совершенно надо. Значит, это Clio Kill Cover The New Found Wear Cushion. У меня это темный оттенок 4BO. Именно поэтому я его решила открыть, пока лето, пока есть загар. Здесь всего 15 грамм. Это не так много. И у меня к нему есть запаска. Я хочу до конца лета закончить вот этот темный оттеночек и вставить запаску и уже отложить ее на следующий год. Вот такая у меня задумка. Посмотрим, как пойдет. Я его еще не открывала. Вы посмотрите, какой он милый. Просто такая милашка. Я, скорее всего, не буду отклеивать котиков, потому что я крашусь вот в это вот зеркало от Flower Nose. Оно, кстати, очень удобное.
И я вот, наверное, буду просто использовать этот кушин. Смотрите, тут лапка котика. В общем, ну просто. Просто это милота на максималках. И давайте, наверное, его откроем. И, может быть, даже посводчим. Ой, это должно вываливаться? Наверное, все-таки нет. В общем, вот такой он. Новенький. Вы посмотрите, тут опять же отпечатки лапок котика. Ну что может быть милее? Давайте его попробуем. Вы знаете, он вообще-то не такой уж и темный. Ну-ка. А он светлый, девчонки. Я, наверное, зря даже расстраивалась. Я просто читала на него отзывы, что якобы он такой темный, не подходит, но, видимо, у меня еще загар. У него такой персиковый подтон. Посмотрим, как он будет носиться. Какой-то легкий есть аромат, сладковатый. Или, может, это от влажных салфеток. Пока не разобралась. В общем, это замена еще одна. Это вот новые средства, которые я добавляю в косметичку. Приятный у него такой полувлажный финиш. Мне нравится. И в кожу он хорошо вошел. Далее идут консилеры. Вообще планировала закончить в июне вот этот вот консилер от Холика Cover and Hiding. Он мне очень нравится, он в оттенке 01. Но вы знаете, он что-то как-то не заканчивается у меня. Вот, он хорошо подстраивается. Я его немножко наслаиваю в зону синячка под глазами. В принципе, он меня устраивает. Не знаю, думала, что закончится, потому что у него просветы есть очевидные. То есть вот они. Но он все продолжает выходить, так сказать, на аппликатор, поэтому я им пользуюсь спокойно, не тороплюсь. Ну, предполагаю, что все-таки в июле он уже закончится. Так что у меня для него по-прежнему лежит неоткрытая новая замена. Это The Same 01 оттенок, тип консилер. Знаменитый, супер крутой, всем советую. Он у меня лежит всегда, наверное, в запасах. Как только это закончится, опять новый куплю. Так, это что по консилерам. Также у меня произошли изменения в пудре. Я убрала из повседневной косметички пудру от Banila Co. Она мне очень нравится. И она такая удобная, такая эргономичная, такая компактная. Мне нравится, как сидит на лице. Такая тоненькая, ее не видно. Я подумала, ну и что, я тогда буду ее заканчивать. И я добавила опять в косметичку пудру, которую пытаюсь добавить в проект уже, не знаю, который раз. И вот, наконец-то, она пошла в ход. Это Guerlain. Я уже даже не помню. Это Parure Gold и оттенок 02 Beige Clair. Вообще позиционируется эта штука как foundation. То есть это достаточно плотная пудра, которую можно использовать и как пудру, и как основу тональную. И я вот наконец-то начала ей пользоваться. Здесь такая интересная конструкция. Здесь обычно лежит спонжик. Он грязный, и он у меня сейчас моется. И вот такая вот пудра. Здесь, не знаю, будет вам видно или нет, у меня прямо ямочка. Прямо ощутимая ямочка. Пользуюсь ей на Т-зону. Она хорошо фиксирует Т-зону, очень хорошо держит. У нее, конечно, характеристики. Вот, блин, этой пудре лет 15, наверное, но характеристики у нее достойные до сих пор. Она ложится так суховато. Ну как, то есть она прям матирует кожу. Но у нее такое интересное свойство. Примерно через час кожа становится такой живой, то есть на ней появляется какой-то живой именно не блеск, а вот это вот какое-то как будто влажное. Ну, то есть как будто нормальная кожа, да, здоровая. И дальше это все не идет. То есть жиром вы не заплываете. То есть вот у меня жирная кожа летом, как правило, и классно эта пудра держит мне Т-зону. Вот, так что я и пользуюсь, надеюсь ее к осени вывести и, наверное, уже повторять не буду, просто у меня сейчас есть несколько хотелок в пудрах, и я бы хотела как-то немножко подразгрузить коллекцию, а это такая пухлая упаковочка, объемная, уже старый запуск, повторять его я, наверное, не буду, даже у Guerlain уже сколько пудр после этого вышло, новых, классных, вот последние 2 года. Поэтому вот это, да, я планирую закончить, хотя она в свое время была моей любимицей, и я
наверное, рефила 2 или 3 точно до вот этого уже закончила. Так что вот такая у меня теперь пудра. Вот, я ей активно пользуюсь. Далее продукты для бровей. Неизменная пудра, точнее, неизменная однушка от Офры. Вот так вот она сейчас выглядит. По-моему, кстати, не сильно поменялась с прошлого раза. Я вот тут пересматривала свой отчет за май. Но я пользуюсь каждый день, и меня она, в принципе, устраивает. Несмотря на то, что сатин, на сводче видно, что вот эта вот коричневая база, она хорошо мне подходит для бровей. Так что этим просто продолжаю пользоваться. Также у меня в ход идет вот такой вот супер классный гель от Bicolor Capsule. Я его обожаю. Он обалденный, он справился с моими супер жесткими волосами. Я вообще думала, что он уже закончится, но он какой-то странный. То есть периодически он выдается в достаточном количестве на кисточку, а периодически прямо ничего не выходит. Поэтому, ну, я думаю, опять же, вообще-то я так думала, что он к июню закончится, но думаю, что он теперь закончится к августу. Вот, предположим. В принципе, меня не напрягает, что он не заканчивается, потому что это один из самых лучших вообще гелей, который у меня в жизни был. Поэтому я вообще в восторге от него и считаю, что продукт недооцененный, потому что я не слышала, чтобы он кому-то сильно много девочкам нравился. Парочку я видела хороших отзывов, но я просто в восторге. Поэтому, девчонки, у кого жесткие брови, прямо вот у кого вообще ничто брови не укладывает, попробуйте вот эту штуку. Они, конечно, потом такие железобетонные, но прям держатся вот так, как вам хочется. Ну и по-прежнему у меня для него лежит странная замена. Это мыло для бровей тоже от Bicolor Capsule в стике. Очень странная штуковина. Вот, выкручивается. Ее я даже не пробовала, поэтому просто лежит как замена, потому что я в очередной раз надеюсь и думаю, рассчитываю, что вот эта вот штуковина закончится. Далее базы под тени. У меня, значит, в ежедневном применении была вот такая вот база от Art Deco, и я в прошлом ролике говорила, что ее там еще очень много. И вы знаете, что случилось? Я вообще, честно, я сама в шоке. И она закончилась. Я не знаю, как так вышло. Просто в один прекрасный момент я пальцем немножко сдвинула продукт, он съехал в бок, и оказалось, что его там не так уж и много в этой баночке. И, видимо, еще расход увеличился из-за того, что база подсохла. Приходилось брать ее больше, наносить на руку, разогревать, а потом наносить на веки, чтобы не тянуть веки, потому что она была очень вязкая. Но не так уж и много я там прям горы накладывала, просто вот она закончилась. Вот эти вот, кстати, остатки сегодня я хотела вытереть салфеткой, но они там уже каменные, просто каменные, поэтому вот эту базу я бы, наверное, вам, девчонки, не советовала, потому что вот сам вот этот формат открытой баночки, он просто предполагает, что через полгода продукт теряет свои свойства, поэтому это хорошая бюджетная база. В принципе, на мне она работала. Даже я не пользовалась клеем для глиттера, то есть все шиммеры хорошо на ней держались, но это мое веко, да, опять же. Но вот так я бы ее все равно второй раз не купила, даже несмотря на соотношение цена-качество. Ну, просто вот она, то, что постоянно открытая банка, постоянно какие-то волосюшки, плюс она подсыхает, конечно, ну, как бы такое себе. Так что это третья пустышка за месяц. И ей на замену у меня есть вот такая тенюшка, которую я умышленно покупала как базу под тени. Это артист, оттенок 05. Что это такое? Это Vivienne Sabo. Вот. Она лежала у меня закрытая, поэтому я пока ей пользовалась раза 3. И что-то я пока в сомнениях, подойдет она мне или нет в качестве базы, потому что, во-первых, она сероватая. Этот оттенок подойдет бледным девчонкам. Мне он немножко, как бы не то, что даже выбеливает века, он мне его немножко серит. Хотя вот я сейчас смотрю, и как будто бы подтон розоватый. Ну, в общем, ладно, это еще полбеды, ведь потом мы сверху наносим тени. Мне показалось, что когда она высыхает, эта тенюшка, она сама по себе, кстати, классная, очень здорово выравнивает века.
На нее очень здорово ложатся матовые тени, но шиммерные тени как-то не всегда. То есть вот я носила, например, Шанель, и на базе арт-деко Шанель кремовый носится замечательно, на вот этой штуке подскаталась к концу дня. Ну, то есть как-то непонятно мне пока, но я пока ей пользуюсь. Сам по себе продукт пока неплохой. Он, в принципе, так-то и не заявлен как база под тени, да, поэтому свои основные функции он выполняет. Но я вынуждена была иметь в виду на такое практически ежедневное применение базу от NYX, и я наношу ее прям самую-самую капелюшечку. Вот когда я чувствую, что какая-то блестяшка пожирнее, когда я чувствую, что мне нужно больше сцепления, потому что вот эти тени, ну, они все-таки подсыхают, и все. Это сухая, гладкая поверхность, на которую шиммеру не зацепиться. Вот тогда я беру вот эту базу. Не скажу, что у меня какой-то дискомфорт, просто сам тот факт, что теперь для того, чтобы нанести тени, мне нужно использовать комбинацию из двух продуктов, меня немножко, ну, не то чтобы напрягает, но пока я не знаю, как я к этому отношусь. Вполне возможно, что я просто приобрету себе какую-то хорошую базу. И я, кстати, поняла, что я перешла к глазам и забыла вам показать продукты-то для лица. Алло, Аня, давайте вернемся. Во-первых, кремовые продукты. Как я и рассчитывала, у меня закончился бронзер от Nude Sticks, и я даже вот тут его выскребала, пока у меня хватало длины ногтя туда подлезть. Давайте. Вот. Мне, в принципе, под конец уже понравился этот бронзер, я вот даже его выковыривала, да. Вот, тепленький такой оттеночек, на лето замечательный, хороший продукт, такой достаточно густой, ну, в смысле, какой? Такой плотненький, да, и хорошо он сидел, его не надо было закреплять, но я рада, что это пустышка, потому что, ну, какой-то я поняла, что у меня к миниатюркам отношение такое, как к пробникам немножко, то есть мне хотелось ее вывести. Вот как только вот она у меня появилась, я купила набор из этих двух средств от Newstix для путешествий. Вот как только я несколько раз пролетала на самолете, там делала какие-то макияжики быстро, и потом, как только я все успокоилась и разложила, я поняла, вот это надо вывести. Ну вот я это и вывела, и это получается 4-я пустышка за июнь. И у меня в наборчике в парочку к этому бронзеру шли румяна от Nude Sticks, оттенок Cherry Blossom Bae. Почему был? Потому что все, они закончились. Конечно, тут можно было бы выскребать, но, девчонки, мне румяна эти в противовес бронзеру вообще не понравились. Они, во-первых, из-за того, что сейчас лето, жара, они подтаивали, вообще вид был отвратительный. Я еще думала вам сфотографировать, так и не сфотографировала. Вот в итоге сколько я израсходовала, да, достаточно много. Но это была такая тающая, полупрозрачная масса, которая уходила так много, на щеках оставалось мало, которая топила соседние продукты просто нещадно. Вот как будто я наносила какое-то масло, которое не фиксировалось, которое я еще сухими румянами фиксировала. Короче, я очень рада, что вот от этого я избавилась, потому что, ну, это прям, это отвратительно было. Я уже под конец ну, не то, что этот продукт возненавидела, просто у меня было искреннее возмущение, зачем вообще делать такие формулы, которые вот просто как жир какой-то сидят. Так, это получается раз, два, три, четыре, 5-я пустышка. Также из одиночных продуктов для щек у меня вот такой хайлайтер от Bicolor Capsule, и я продолжаю потихонечку его просто набирать в одном месте пальчиком, и вот этим пальчиком потом использовать это средство как топпер под другие хайлайтеры, то есть которые я наношу, я прям немножко добавляю блеск, потому что, ну, он не на повседневку, вот, но именно чуть-чуть как топпер, вот он делает хайлайтер поярче, красивое средство, мне оно очень нравится, и я его даже добавила, ну, не для того, чтобы его закончить, потому что, ну, мне кажется, это просто нереально. Но просто чтобы им почаще пользоваться, не уверена, что переживет расхламление, потому что вот мне зудит немножко, что мне нужно оригинальный хайлайтер от Fenty, а вот от этого как будто бы я бы хотела избавиться чисто из-за дешевой упаковки, потому что, ну, она здесь действительно too much дешевая. Ну, я уже говорила про это, поэтому я просто им пользуюсь, пока вот, пока знаю, что нужно им пользоваться почаще, пока меня не клюнуло, что нужно его расхламить.
Теперь новые продукты, которые я добавляла в прошлом месяце, опять же для щек. Во-первых, кремовые. Это скульптор от Love Generation. У меня, по-моему, оттенок 02. И это действительно скульптор. То есть он немножко мне сейчас сероват был, особенно вот с этим тональником. Я боялась, что он мне не подойдет, но я так смотрю, что кушин от Clio не такой уж и тепленький, поэтому посмотрим, как пойдет. В принципе, когда растушевываю, мне нравится оттенок. Мне вообще нравятся свойства этого продукта. Я носила его раза 3. Естественно, тут ничего в количестве не поменялось. Его как было, вот так и осталось. И я думаю, что этого средства мне хватит надолго, но оно мне нравится. Кстати, мне вообще, в принципе, нравится большинство продуктов от Love Generation, которые я накупила, а я накупила их достаточно много. И мне вообще кажется, что это достаточно был успешный такой запуск, потому что они очень бюджетные и интересные и качественные. Вот я добавляла опять же от них Bubble румяна, отмеряла их, пользовалась ими 2 раза, поэтому тоже тут ничего не поменялось. Вот. Интересный такой продукт. Я делаю одно нажатие, потом я распределяю эту всю массу, чтобы она стала однородной на руке, а потом спонжиком переношу на щеки. И получается очень красивый оттенок, такой, знаете, универсальный. То есть какой бы он ни смотрелся тепленький, при вот растушевке на щеках это какой-то повседневный универсальный румянец. Это очень классное средство, и оно здорово растушевывается, оно схватывается, оно не отпечатывается. Это стойкое средство. Единственный нюанс, у него есть цветочная отдушка, причем она достаточно агрессивная. Мне нормально. Вот. Я, правда, не знаю, как моя кожа на это отреагирует, потому что она чувствительная, и на какие-то отдушки она может реагировать. Но пока вот за пару дней ничего не случилось, и мне это средство прям нравится. И вот вы можете видеть, что вот я их подвигала, не знаю, будет видеть или нет, увидите вы или нет, но эти румяна схватываются, прям они фиксируются. Это круто. И еще один хайлайтер, который я добавила в использование, это Stellary из коллекции Golden Lace. И я его добавила, потому что мне его дети расколотили. Вот так вот он сейчас у меня выглядит. Я его собрала еле как, потом он у меня еще раз развалился, я его опять собрала. Теперь он у меня аккуратненько лежит в повседневной косметичке, и я также его использую как топер для других хайлайтеров, потому что он просто шикарный, он обалденный. У него есть как будто бы отдельные серебристые частички покрупнее, и сам он вот такого оттенка Rose Gold, он мне очень идет, я его прям обожаю, я его и на глазах носила. Я не теплю себя надеждой, что я там его закончу, но я просто понимаю, что если будет опять какой-то переезд на какую-то другую квартиру или в другой город, то я не буду этот продукт перевозить. То есть битый продукт перевозить, это вот, знаете, по моему опыту, он все равно развалится. Поэтому я просто его добавила, чтобы уделить ему внимание. И у меня в проекте палетка. Палетку я, получается, уже полгода использую, практически через день, может быть, даже иногда чаще, если мне хочется. И вот смотрите, как она сейчас выглядит. Это палетка от Kevyn Aucoin, напоминаю. И я вообще планировала от нее в этом году избавляться, но не знаю, как пойдет. То есть, смотрите, полгода я ей пользуюсь, и, конечно, видно прогресс. То есть почти половина вот этого скульптора в оттенке Light закончилась. То есть, действительно, он заканчивается. Он мне подходит, мне нравится им пользоваться, очень такой нежный, такого мельчайшего помола. Очень приятный скульптор, правильного оттенка, замечательный. Румяшки такие по суше, но мне очень нравится их оттенок. Оттенок тоже замечательный. И тоже дырочка стала больше, но смотрите, сколько здесь этих румян. Здесь, по-моему, грамм 6, как указывает производитель. Здесь 3. Также я планировала израсходовать и этот рефил, но не уверена, что смогу. И что у меня получается? Хайлайтер тут один уже не родной, это перепрессованный Catrice. И вот, получается, в нем в этом месяце образовалась достаточно большая дырочка, донышко. Но опять же, да, за полгода использования всего лишь вот такое донышко. И
ямочка вот в этом хайлайтере. Его я использую как подсвечивающую пудру на периферию лица, тушую вместе с ним остальные продукты, которые у меня на щеках. В нем такие отдельные золотые частички, но их не сильно-то и видно. Мне очень нравится эта палетка. Вот такие тут оттенки. Все пудры очень тонкие, легкие, полупрозрачные, исключая, конечно же, хайлайтер, потому что вот этот хайлайтер от Catrice, он, конечно, такой яркий, вообще просто вырвиглазный. Вот. Но несмотря на свою сухость, вот эти родные текстуры Кевина, они очень хорошо сидят на щеках, мне безумно нравится, поэтому с одной стороны я бы хотела ее закончить или хотя бы расхламить, но я понимаю, что я ее точно не закончу, и я понимаю, что ну, здесь все-таки качественные продукты, и она такая вся эргономичная, такая вся комфортная в руках. Она тяжеленькая, но при этом не сильно. У нее вот это зеркало полностью отворачивается. Можно так держать. Можно в него вот так краситься. И я часто так и делаю. Поэтому, ну, палеткой продолжаю пользоваться и продолжаю ее любить. И предполагаю, что, может быть, даже в следующем году она пойдет уже на второй круг проекта. Наверное, будет вам скучновато смотреть, но ничего не могу с собой поделать. Хочу ее прям закончить. И теперь можно вернуться к глазам. Мы разобрали брови и базы под тени, поэтому сейчас покажу вам тени, собственно. Те тени, которые я прям ежедневно практически использую, ну или где-то через день. Во-первых, это Tom Ford. Продолжаем пользоваться, продолжаю его любить и продолжаю говорить, что это для меня самая универсальная палетка. И сейчас на загар у меня хорошо пошел вот этот вот оттенок, и я думаю, что вы увидите в нем изменения. В нем прямо есть ямочка. Какой-то в него есть оливковый немножко подтон у этого цвета. Ну так на камере не видно. В общем, он очень интересный. Был у меня очень долго недооценен. Я его использую в качестве растушевочного и в складку. То есть у меня есть своя складка, у меня глубоко посаженные глаза, из-за этого мне не нужно сильного затемнения, чтобы какую-то форму простроить. Но, в общем, он настолько наслаиваемый, что он мне подходит просто как один в качестве того, чтобы построить легкую форму. Очень его люблю, супер универсальный, продолжаю пользоваться. Это не та палетка, которую я, знаете, планирую закончить и избавиться от нее, потому что, ну, во-первых, это Том Форд, и во-вторых, потому что она меня абсолютно устраивает. Вот эти два оттенка – это для меня универсальнейшие цвета и универсальнейшая формула, которую можно левой пяткой нанести. И вот этой палетке, вот как она сейчас выглядит, примерно 100 использований. Вот, поэтому я продолжаю ей пользоваться, продолжаю ее, опять же, любить. Также я прям налегала вот на эту малышку от Chanel. У меня это лимитированная однушка 327 Penombre. И сейчас она выглядит вот так. Смотрите, какой по ней результат. Это кремовая формула. И это серо-зеленый оттенок. Шикарный. Просто он настолько мне нравится, как смотрится у меня на глазах. Я очень его люблю. Он наносится кисточкой лучше, чем пальцем. Ну, он просто шикарный. С ним получаются такие ежедневные смоки красивые просто. У меня нету на это слов. Я очень люблю. Заканчиваю просто потому, что я поняла, что у продукта есть потенциал, а я, в принципе, планирую все свои однушки вывести потихонечку. Поэтому я вот на нее подналегаю, и я надеюсь, что я ее выведу до конца года. Ну какая же она красивая. И палетка от Love Generation, которую я рассматриваю как палетку однушек. И также планирую вывести к концу года. И вот смотрите, какой у меня по ней обалденный прогресс. Просто я ее использовала, ну, наверное, раз 10. Здесь очень замечательные шиммеры-топеры.
который немножко дуохромит, который при смешении между собой смотрится очень красиво. И они светленькие, хорошо идут в уголочек глаза. И я сочетаю их вот с этой однушкой от Шанель. Получается очень эффектно и очень красиво. И как видите, у меня появилось 3, да, получается, новых дырочки. Ну, они прям красивенькие. Я считаю, что эта палетка стоит каждой копеечки. Меня девчонки часто спрашивают, как так получается, что у меня быстро заканчиваются блестяшки. Тут очень простой ответ, простой секрет. Сейчас, кстати, я налегаю вот на эту. И смотрите, я приложу фото, потому что я фотографировала макияж сегодня свой. И я хочу показать, как красиво смотрятся вот эти 3 оттенка в повседневном макияже. Замечательно. Ну и остальные цвета тоже посвотчу. Так вот, почему у меня быстро заканчиваются шиммеры? Потому что я их очень люблю наслаивать. Я действительно любитель поднаслоить. Конечно, не так, чтобы кусками тени сваливались с глаз, но я прям люблю плотное, жирное нанесение, да, что, знаете, если я вижу блестяшку, короче, мне нужно, чтобы она блестела на глазах. Там что-то чуть-чуть нанести, это вообще не про меня. Поэтому у меня блестяшки очень быстро уходят. Вот, и достаточно много заканчивается за год. Просто в этом году я как-то сместила свой фокус с теней, решила, что не буду себя насиловать, потому что у меня и так много палеток. И как-то перестала прям так форсировать тени, но тем не менее, вот смотрите, я планирую вот эту палетку к концу года вывести из коллекции. Есть у меня в проекте 4 карандаша, на которые я делаю упор. И что хочу сказать, вот этот вот зелененький карандаш от Shiseido, даже не будем его выкручивать, по нему вообще нет никаких изменений. Я им не пользовалась. Зато я активно пользовалась вот этими 3 карандашами. И могу сказать, что черный у меня практически закончился. Я его использую в межресничку и по нижнему веку. Вот столько его всего осталось. И я думаю, что он у меня закончится за этот месяц. И я не буду себе, это единственный мой черный карандаш. Я вообще не очень люблю карандаши для глаз, потому что забываю ими пользоваться. Поэтому я не думаю, что буду себе опять покупать черный карандаш в ближайшее время. У меня есть черные тени, которые можно использовать вместо него. А еще я планирую по возможности вместо черного карандаша в межресничку попробовать использовать вот этот зелененький. Потому что у него такой темно-зеленый оттенок, еловый. И мне кажется, он зайдет под мои зеленые глаза. Посмотрим, насколько это сработает. Так, и еще 2 карандаша. Во-первых, вот эти вот блестки от Winkle Pop. Это дочерний бренд Clio. Покупала в Турции. О, господи. Ну, вот немножко ушло. Вот, видите, за месяц, ну, где-то полсантиметра. Но, понимаете, да, при таком стике это еще на год, наверное, да, мне развлекаться с ними. Они для меня оказались неприменимы, потому что, ну, как-то они белесо сидят, хотя вот сводч красивый, я вижу, но все равно, ну, белесо они сидят, я их использую под бровь в итоге, потому что в уголке глаза они как-то недостаточно блестят. Вот. Не то, что я вообще хотела, когда их покупала. Я думала, там блеск будет как не в себя. Нет, они достаточно такие сухие. И я говорю, то есть чуть-чуть под бровь использую, и вот как-то так уходит. И самый такой карандаш, на который я больше всего налегала, это карандаш от Beauty Bomb. Это оттенок 02. И он тоже достаточно хорошо ушел. Почему хорошо ушел? Потому что мне подходит такой цвет под макияжи. У меня зеленые глаза, и большинство макияжей, они какие-то розово-фиолетовые. И он очень классно и глаза зеленые подчеркивает, и розовый макияж. И вот этот вот дуохромчик очень хорошо играет на глазах. Я его использую практически в каждом макияже, там, за исключением каких-то, ну, совсем неподходящих по гамме. Использую его в слизистую нижнего века. Очень красиво он смотрится. Он какой-то делает макияж глубокий, что ли. То есть как будто бы, ну вот говорю, из-за того, что он играет с цветом глаз и теней, получается очень интересно, но тут как бы возникла небольшая проблема. Я думала, почему он вообще у меня в Project Pan?
Потому что я зачем-то купила ему замену, пожадничала, увидела в Magnet Cosmetics остатки, схватила этот карандаш, а теперь-то поняла, что, ну, как бы надо, значит, закончить хотя бы один, чтобы второй не сох. И взяла вот этот в использовании, и все ничего, думаю, за 3 месяца от него избавлюсь. Но тут случилась интересная вещь. Он у меня вывалился, а там смотрите, сколько еще продукта. То есть еще столько же. Я теперь, у меня рука не поднимется это все выбросить. Я первый раз с таким сталкиваюсь. И я не знаю, а как его израсходовать? То есть, девчонки, напишите, может, туда какую-то спичку потом вставить, когда у меня закончится. То есть я не знаю, что с ним делать, потому что столько мультихромного продукта я бы не хотела выбрасывать, он хорошего качества. В общем, у меня такая вопросик такой по поводу него, но я подумаю, что делать, может быть, правда, либо свечку, либо спичку, либо ватную палочку, туда саму палочку вставлю, чтобы использовать остатки тоже. Кто-нибудь так делал? Напишите, пожалуйста. В общем, но тем не менее у меня идет расход по этому карандашу, притом я себя не заставляю, потому что он супер классный и, говорю, подходит вот именно к макияжам. По поводу тушей. Значит, я говорила, что планирую закончить вот эту тушь от Love Generation, и это удлиняющая версия, и перейти вот к этой туши от Divage Volumatic. И что произошло? Во-первых, со мной такой, наверное, впервые за 2 года вот эта тушь работает 4-й месяц. И видно уже по ней, что она подзагустела, что ее уже мало. Но она, тем не менее, делает очень красивые, классные ресницы. Она превзошла все мои ожидания. Вообще продукты Love Generation, я в восторге. Я всем вам советую вот эту тушь. Тем более, девчонки, она мне досталась в какой-то акции с бонусами, что ли. То есть она вышла мне рублей в 200. Вот за 200 рублей это, я не знаю, не тушь, а какая-то находка просто. Она мне очень нравится, и я продолжаю ей пользоваться, потому что, ну а что я буду выбрасывать продукт, который до сих пор работает. И вот полное разочарование, это оказалась вот эта тушь. Девчонки, напишите, если она у кого-то была, потому что у меня с ней явно что-то не то. Я пробовала ей 2 дня накраситься, она, причем ее много тут, но она новая. Но она уже тут густая сама по себе, и она так отвратительно переносится на ресницы. Как ее не наслаивай, что с ней не делай, она делает такое уродство у меня на глазах. Знаете, у меня свои ресницы достаточно неплохие, чтобы испортить мои ресницы. Я не знаю, надо быть такой говняной тушью. Простите. Вот это я выбрасываю, просто выбрасываю. У меня это косметический мусор. Я не буду это считать как пустышку, но тем не менее это вот 6-е средство, которое у меня просто выбыло из коллекции вот благодаря Project Pen, потому что я до него дошла, начала пробовать и поняла, что это полное фу. Так, это все, что по глазам было. И теперь губы. Во-первых, карандаш для губ от TF, оттенок 104. Я им пользуюсь, но, простите, уже все эти блестки, у меня уже ничего не оттирается. Красивый карандаш. Немножко он воняет старой косметикой. Мне вот этот аромат не нравится, но он для меня очень универсальный. Я его использую прям чуть-чуть, потому что не люблю четкий контур, и он вообще не ушел. Ну, может быть, там на полмиллиметра. Даже смысла не было отмечать, поэтому, ну, пока использую и буду и так и использовать, видимо. По поводу помад, которыми вообще практически не пользовалась, это помады от MAC, вот эта вот помада в оттенке SKU, я не пользовалась, потому что она воняет. Она все-таки испортилась до конца. И теперь пахнет прогорклыми маслами. Очень жаль. Не знаю, что с ней делать. Рука к ней не тянется. Я ее, конечно, пока не выбрасываю. Рука не поднимается. Такая она красивая. Вот. И оттенок красивый, что самое обидное. Но я посмотрю, вполне возможно, что в каком-то расхламлении она просто уйдет. Закончить ее нереально, а при этом она уже испортилась. И вот эта малышка от MAC, я пользовалась ей пару раз. Она классная, но никаких изменений. Я вообще не знаю, есть ли шанс закончить ее до конца года. Поэтому, ну, пока я с ней остановилась немножко, пока я ей не пользуюсь. Зато я вот в прошлом месяце добавляла вот такую помадку от Bicolor Capsule, не помню оттенок. Ох, честно, не помню, подпишу, какой у меня это оттенок. И она вот хорошо расходуется. Вот, смотрите. Где-то... Ой, я ее только что сломала, похоже.
Надо быть осторожной с этим стиком, но я его никогда до конца не выкручиваю. Вот примерно полсантиметра ушло. Она такая бальзамная, легкая, розовенькая, приятная. Если розовые щечки, розовые румяна, то она очень хорошо смотрится, легко подходит к большинству макияжей, такая приятненькая, губы не сушит. Очень качественный и недорогой продукт, но не очень уникальный оттенок сам по себе. Поэтому я ее и взяла, чтобы, ну, закончить как такую хорошую ежедневную помаду. И я думаю, что за пару месяцев мы с ней попрощаемся. Блеск. Это единственный блеск, который у меня сейчас есть в проекте, пока я не придумала. Может быть, к осени я обновлю продукты, добавлю какие-то осенние оттенки, но пока у меня один блеск, супер универсальный, это Dose of Colors, у меня оттенок On Repeat, и это бежевый блеск. И все в нем замечательно, то есть он такой бежево-розовый, замечательный нюд, он не западает в складочки, он вообще не липкий, он хорошо носится, ничего не сушит. Единственное, что меня в нем напрягает, это очень яркая пломбирная отдушка. Он пахнет пломбиром, причем таким концентрированным вот этим вот ароматизатором, и он сладковатый на губах. Это, знаете, такая история, как с блесками от Fenty. Ну, не всегда такое заходит. Точнее, не то, чтобы не всегда такое заходит. Вполне возможно, что он мне так надоест, такой он будет приторный, что я не смогу его закончить и заменю чем-то другим. Но пока вот так. Пользуюсь им вместе с вот этой помадой где-то поочередно, пока Project Pen у меня, ну, то есть пока у меня дни с применением Project Pen, то есть раз 15 в месяц я пользуюсь этими продуктами и на них и сконцентрирована, и хочу посмотреть, будет ли по нему прогресс, потому что был у меня в Project Pen Dose of Colors в другом оттенке, ваниловый блеск, и что-то он вообще не уходил. Не знаю, зачем я этот добавила, вообще не спрашивайте. Вот. Так что вот так выглядит мой Project Pen. Уже достаточно много продуктов. Опять я избавилась, получается, от 5 или 6 средств за июнь. И вот за июль что я планирую закончить? Вообще я, может быть, оптимистична, но планирую закончить вот эти вот средства. В принципе, я им уже добавила замены. И я думаю, что они еще войдут в инвентаризацию, но уже к августу у меня их в коллекции не будет. Вот. В принципе, меня это радует. Мне нравится разгружать коллекцию. Я еще хочу, скорее всего, провести какое-то расхламление осенью, потому что хочу, чтобы коллекция подразрядилась перед зимними распродажами, чтобы обновлялся у меня выбор косметический таким вот способом относительно естественным, да. Вот таким был мой июньский отчет по Project Pen. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Я смотрю, что я уже на час наговорила, не знаю, что останется после монтажа. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов в ваших Project Pen'ах, если вы их ведете. Желаю вам, тем не менее, чтобы вас косметика только радовала, и вы себя не насиловали, когда используете и пытаетесь закончить то или иное средство. Вот. Прекрасного вам дня, отличного настроения. Всем пока-пока!